Всем привет, друзья! А у меня здесь полив полным ходом. Я полила все орхидейки, протерла им листочки, опрыскала их. Посмотрите, что я вам хотела показать. Какие красивые бутончики у биглипа. Какие яркие. Насыщенный такой цвет. Я прям обалдела, когда на полочке вот там около стены они были, когда я их увидела. Так уже подросли, их там не особо не видно. А так как я убираюсь, пришлось достать все орхидейки. Вот они, мои красавицы. На отдыхе. На спа-процедурах. И как я вам говорила, у меня на нижней полочке сгорела лампа. Перестала работать. Я заказала новую, она уже пришла. Все это время меня выручала вот эта лампа. Она очень хорошо светит, ярко. И так как я убираюсь тут, поливаю орхидейки, я убрала их с полочки. И сейчас я уберу с этой полочки орхидейки, потому что их тоже буду поливать, протирать. И как раз сделаю лампу. Покажу вам, что у меня получится. Здесь уже все чистенькие, помытые красоточки. Альбуфейрочка, моя девочка, красавица. Пока у нее никаких изменений. Возможно, она только листик верхний чуть-чуть вырастила, а так она особо не растет. Корешочки растут очень медленно. Я ее обычно поливала микрополивом, вот из этой леечки. Но сегодня решила ее хорошенько опрыскать, чтобы она хорошенько попила. И налила ей воды примерно до сюда. Так что у нее корешочки все зеленые, напились. Теперь я так и буду ее поливать, чтобы она лучше росла. И лампу сейчас приделаю. И еще, наверное, дополнительно вот эту оставлю, потому что это нижняя полка, и здесь освещение хуже всего. Я начала убирать орхидейки с этой полочки, достала вот эту красавицу, протерла ей листочки, немножко ее полила, опрыскала ей листочки. Посмотрите, как она здесь красиво смотрится на фоне вот этой белой корзины. Какая-то нереальная красота. И вот раскрываются цветочки, остался один бутончик. Какая красавица. Какая пышная красотка. Как она здесь красиво смотрится. Как невеста. Полила фронтеру, тоже опрыскала ей листочки, протерла. Посмотрите, как эти две красоточки здесь красиво смотрятся в новом месте. И при другом освещении так красиво смотрится. Вообще красота. Я достала феррару, тоже ее полила, опрыскала ей листочки. Точку роста протираю салфеточкой. И посмотрите. Посмотрите, эта красавица уже, к сожалению, отцветает. Пора ей обрезать цветонос. Осталось последних 2 цветочка. Сейчас я найду живую почку. И обрежу над живой почкой.
И на срез я капну перекиси водорода. Красавица Кливленд ждет, когда ее польют и протрут ей листочки. Я пока решила вам ее заснять. Посмотрите, какая красивая. Вроде бы самый обычный сорт. Но как она пышно цветет. И у нее красивые цветочки, даже защипчики, вы видите, небольшие. А вдруг она станет бабочкой, да? Уселись поудобней и польем эту красавицу. Я сначала мочу весь мох, который сверху горшочка, а потом уже проливаю по краю горшка хорошенько. Стараюсь побольше налить воды, чтобы немножечко внутренний горшочек касался воды. Пластиковый вот этот, который стоит внутри белого кашпо. Чтобы дно этого горшочка касалось воды. Так, переворачиваю орхидейку и поливаю с другой стороны. Сейчас из-за отопления просто моментально пересыхают корни у орхидей. Если честно, я уже даже замучилась поливать. Ну что делать? Иногда я просто поливаю орхидейки прямо на стеллаже, а иногда достаю каждую, протираю ей листики, опрыскиваю. Иногда прямо на стеллаже опрыскиваю. Мне, конечно, больше нравится, когда я каждую достаю, осматриваю, каждой уделяю внимание. Более пристальный осмотр. Опрыскивание более тщательное, чем когда они стоят все в куче. И полив более внимательный. Каждую вот так достаю и смотрю, чтобы там была водичка побольше, потому что там, видите, ножки. Надо, чтобы они тоже были в воде, эти ножки. Чтобы орхидейка получше касалась воды. Так что еще немножко подолью. Корней много у орхидеи, она очень быстро выпивает воду. Еще и сухой воздух, тоже быстро вода испаряется из горшочка. Не только орхидейка пьет, но и в воздух все уходит. Сохнет вода. Так, все, полили. Сейчас протру ей листочки, опрыскаю. Протерла я листики этой красавицы. И теперь хочу опрыскать ей все листочки хорошенько из пульверизатора. Я даже вот так вот еще разворачиваю и с другой стороны опрыскиваю. И потом, конечно же, протру точку роста попозже, когда вся вода стечет. Вот здесь вот в точке роста промокну салфеточкой. И даже иногда в пазухах, когда много водички, вот, например, в этих, во всех, то я там тоже протираю, если прям уж много воды. Но это бывает очень редко, потому что вода сама испаряется моментально в таком сухом воздухе с отоплением. И следующая орхидейка — это каменная роза. Необыкновенная красотка. Это покупное цветение. Я протерла листики у каменной розы, опрыскала из пульверизатора и поливаю по краю горшка. Переворачиваю со всех сторон. Ее я купила недавно.
А здесь я подложила камни с моря, привезла для утяжеления горшочка, и чтобы орхидейка не наклонялась. Видите, камень подпирает орхидейку. Я сижу здесь вся в орхидеях. Пытаюсь встать. Всех опрыскала, протерла, полила. Надо протереть вторую полочку и вешать светильник наконец-то. Все, наконец-то на нижней полке есть освещение. Смотрите, как я закрепляю лампу. Я не делаю никаких отверстий в стеллаже. Я просто подвязываю на веревке. Так как мои лампы на концах с отверстиями, для того, чтобы их прикрепили на шурупы, но я креплю на веревочке. И вот так вот завязываю. На сегодня я решила закончить. Уже все, устала. Повесила лампу на нижний стеллаж. Еще и включила дополнительно черную лампу, которая справа, чтобы у нижних орхидеек было как можно больше света, так как это самое темное место стеллажа. Протерла на второй полочке всех орхидеек и полила, и опрыскала. Так что на сегодня хватит. Буду закругляться. А завтра уже 2 остальные полочки. Буду поливать, протирать, опрыскивать. Ну все, дорогие друзья, буду с вами прощаться. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, кто еще не подписан. До скорой встречи, друзья. Пока-пока. До новых видео.